В этом видео я обмазываюсь белой жижицей, сажаю травку и делаю мега-реалистичную кабину трактора. Ребята, всем привет! А сегодня я буду строить очень долгожданную для меня модель. Это советский тягач СТЗ-5 с Катюшей. И я очень ждала выхода этой модели, наконец свершилась, она у меня в руках. И давайте посмотрим, что внутри, и также соберем и построим этот легендарный тягач. Меня зовут Даша, и вы на канале Dasha Models. Давайте строить модель. Передо мной продолжение линейки тракторов СТЗ-5 от Звезды. В прошлом году у Звезды выходила модель этого тягача в обычном варианте, то есть без каких-либо настроек, в виде простого тягача. А в этот раз Звезда выпустила тягач в исполнении с Катюшей. И это довольно интересная модификация, хотя таких тракторов на самом деле было очень мало. А купить все необходимое для моделизма можно в магазине «Модельная лавка». Там регулярно и оперативно поступают новинки от фирмы «Звезда». А благодаря этому промокоду вы сэкономите 500 рублей на свой первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. Интересно, что бокс-арт выполнен в таком вот каком-то интересном виде. Наш тягач находится в лесу. Наверное, это совсем ранняя весна, потому что краска на СТЗ довольно облезлая. И, видимо, камуфляж уже успел поизноситься к концу сезона. А на обратной стороне у нас собранная модель. И здесь она тоже выполнена в таком зимнем камуфляже. Интересно, что тут есть защита, броневая защита стекла. В наборе почти 400 деталей, это довольно много. Но при этом модель должна собираться довольно быстро, мне кажется. Потому что прототип довольно интересный, это довольно занятная модель. Итак, посмотрим, что внутри. А внутри инструкция. И, кстати, у меня очень много вопросов, как клеить декали. И тут прекрасно все написано. При желании можно прочитать и понять, как это делать. Для сборки нам потребуется несколько инструментов. Кусачки, цанговый нож, также пинцет. И первым шагом будет сборка, я так понимаю, двигателя. С него мы и начнем. В наборе также детали, их 2 пакета. Также есть схема окраски. Интересно, что тут очень маленькая декаль, всего лишь со звездочками, приборной панелью и номером нашего трактора. И у нас есть остекление, тоже вполне интересное. Итак, приступаем к первому шагу. Вот так можно сказать, что двигатель наш готов. Перехожу к установке ходовой части. И тут нужно сориентировать катки, которые я собрала заранее, согласно схеме. И тут как бы пружинки должны смотреть в серединку. Ой. Еще раз. Так, даже, наверное, можно и не приклеивать, чтобы оставить немного рабочую подвеску. И теперь на нашу трансмиссию мы будем устанавливать звездочку ведущую, что довольно логично. Так, это все-таки зафиксируем. Эти падают. Так. На трансмиссию устанавливаем звездочку. Тут есть, видите, небольшой пазик. И сопоставляем. А сейчас я буду собирать кабину. Некоторые части я уже подсобрала и устанавливаю теперь переднюю часть. Тут есть пазики, видите, такие квадратные рамочки. Их надо совместить с вот этой частью, чтобы они спрятались и спозиционировались на вот эти уголочки. А следующий шаг – это сборка минометной установки «Катюша». И я буду собирать каркас. И для этого мне понадобятся детали с литника Г, а также F. И начнем вот с этих вот каркасных элементов. Для этого я установлю в нее, вот в этот каркас, подсобранный шаг номер 27. Довольно просто. Мы должны в отверстие попасть вот этими элементами. То есть одна у нас тут. На все эти перекладины здесь есть посадочные места в виде
небольших углублений. Переходим к установке направляющих. Это следующий шаг. И вот так. Вот. Наша установка «Катюша» готова. А теперь я буду устанавливать аут-триггеры, они же упоры. И вот в это место под углом 45 градусов, я так понимаю, к самой машине. Их два. И второй. И также я их сделала в походном положении. Но можно сказать, что я завершила сборку своего минометного трактора. А начала я работу над окраской модели трактора с грунтовки, и грунтую под сборки модели я аэрозольным грунтом от фирмы «Звезда». И пока на данный момент это лучший грунт. Но по поводу аэрозольных красок, конечно, можно еще поспорить, но грунтовка просто шикарна. И я последовательно грунтую кабину, раму с двигателем и, естественно, установку «Катюша». Красками от АМО я нанесу основной цвет на трактор, это еще досанкционные запасы, так что их надо использовать. В частности, я буду использовать два оттенка. Первый и основной это будет русский 4БО тени. Этим цветом я окрашу весь трактор. И отдельное внимание я уделю пространству между направляющими минометной установки. Я за собой иногда замечаю, что там у меня бывают непрокрасы. А после того, как базовый цвет нанесен и слегка высох, я беру вторую баночку богоподобной испанской ручки, а именно оттенок Russian Green Light, то есть русский зеленый светлый, и таким цветом я сделаю высветление, чтобы модель выглядела более объемной, а краски таким оттенком подвергнутся плоские поверхности кабины трактора. И очень рекомендую подписаться на мою группу в ВК, ведь там можно опубликовать на всеобщий суд свою работу и узнать самые острые новости моделизма. А на Дзен выходят мои материалы в текстовом формате. А благодаря телеграм-каналу вы не пропустите новый контент. И время ручных работ. И мне надо окрасить кисточками двигателя, выхлопную систему, а также резиновые монтажи катков. И также окраске подвергнется салон трактора, кресла и рычаги управления. И большое спасибо моим спонсорам за поддержку, и вы тоже можете вступить в их ряды благодаря функции спонсорства на YouTube или же при помощи сервиса Boosty или функции донат в моей группе ВК. Спонсорство – это не только ваше имя в моем видео, но и эксклюзивный контент. Например, специально для спонсоров у меня вышел гайд по аэрозольным краскам от фирмы «Звезда». Ссылочка на все ресурсы будет в описании к видео. Я сильно накосячила с ходовой частью трактора, я совершила ошибку в моменте приклеивания ведущей звездочки, и поэтому трак у меня разместился не очень презентабельно. И чтобы скрыть этот изъян, я размещу модель на мини-диораме. И за основу я возьму рамку для фотографии. Я заполню ее строительным алебастром. Я заблаговременно на дно рамочки положила фольгу, чтобы случайно не заляпать жидким гипсом рамку. А пока основа будущей диорамы застывает, я продолжу заниматься моделью трактора, и настало время смывки. То есть я буду черной жидкой масляной краской выделять рельеф модели.
А сейчас я буду делать свою модель суперреалистичной, и почему-то, по мнению моих критиков, дополнение от Quint — это самый главный фактор, который делает модель воистину совершенной. И в частности, я от Quint сделаю панель контрольных приборов, задний фонарь и аптечку. И в отличие от обычных декалей, я рекомендую фиксировать продукцию Quint на клей ПВА. И теперь, когда основание моей диорамы высохло, я могу начать сформировать почву. Делать я это буду текстурной пастой. Мне надо сформировать колею, по которой трактор приехал на место действия. И тут я буду работать как скульптор. И даже можно это делать не очень аккуратно, так как земля имеет сама по себе не очень аккуратный профиль. После некоторого времени мое основание высохло и немного треснуло, но это из-за того, что я наложила слишком толстый слой текстурной пасты, и на упаковке об этом даже предупреждает производитель. Но ничего страшного, сейчас я окрашу подставку и саму диораму в земляной цвет, так что рамка будет служить продолжением самой диорамы. И усложню рельеф при помощи текстурной пасты Atomo, и она мне поможет сымитировать комки земли, которые хаотично валяются на почве. И также добавлю немножко настоящих камней. И это я все присыплю песочком, чтобы земля выглядела более фактурной. Время посадок травы. И на клей ПВА я посажу первый слой растительности из измельченного и засушенного укропа. Это будет неплохая основа для последующего более серьезного слоя. Высокую травку я сымитирую при помощи водопроводного льна. Ее я тоже сажаю на клей ПВА. А для придания нужного оттенка травы я покрашу ее прямо из аэрографа. Я хочу, чтобы у меня было не просто сено, а высокая, но немножко подсохшая травка. А пока травка сохнет, я поработаю маслом над трактором, чтобы придать ему большее разнообразие оттенков. А все цвета масляных красок, которые я использую, вы можете увидеть сейчас в кадре.
Грязевой жижицей Атамо я обозначу след от движения трактора по целине, и этим же составом я загрязню гусеницы, которые я так хочу спрятать. И я установила трактор на основании диорамы. И чтобы стилистически объединить подставку и трактор, я обоих припылю пигментами. А по направляющим я пройдусь пальчиком с металлическим пигментом. И последняя интересная деталь. Я намотаю на ручку ручного стартера сена, и такое вполне вероятно могло произойти во время движения по полю. И вот такая диорама у меня получилась. Это настоящая 3D-картина. Здесь трактор едет по какому-то полю ближе, наверное, к осени. И интересно, что мне пришлось посадить побольше высокой травки, так как у меня возникли некоторые проблемы с ходовой частью. Но в целом картина получилась очень реалистичной и живописной. И надеюсь, что это видео вас вдохновило на ваши собственные стройки, и вы подчеркнули что-то новое для себя в моем видео. До новых встреч. Пока-пока. Желаю вам хороших выходных.